Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – тайны за вашей спиной. Какие тайны скрываются за вашей спиной? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин. В любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком, ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. Здесь показывают человека очень активный, общительный, вы разная, разносторонняя, многогранная. Любите все вокруг, то, что вам интересно. Вы даже слушаете информацию ту, которая вам интересна. Если вам не интересно, вы можете кивать головой, как бы поддерживая разговор, не вслушиваясь. Хотя, вы знаете, здесь очень много информации к вам идет. Нужной информации, значимой для вас информации. Иногда бывает, вы что-то прослушиваете, потом переспрашиваете или потом это ищете. Здесь человек не просто активный, он старается успеть все. Вы боитесь пропустить день в валянии на диване, вот для вас это не день. Для вас день это в любом случае, да, какая-то активность, что-то надо успеть сделать, чтобы вечером себя похвалить, какая я молодец, что сегодня было какое-то достижение или что-то я сделала. Для вас это очень важно. Каждый день для вас значимый. И знаете, здесь показывают человека, который иногда бывает бежит куда-то или думает потом, да, но существует момент здесь и существует момент сейчас. Жизнь, она сейчас. Она может и не быть потом, понимаете? А вот у вас бывают какие-то планы на далекое что-то, да, вот потом. Или даже что-то, то, что могло бы быть для вас значимым, быть для вас более чем-то крупным, вы вот как-то потом, потому что вы считаете, что это как-то сложно, например, да, или вы с этим не справитесь, может быть, боитесь, или мало у вас опыта в чем-то. И поэтому откладывается на потом. Хотя есть момент здесь сейчас, и можно сейчас уже что-то изучать, например, или набираться какого-то опыта хотя бы понемножку. Вот, например, представьте, если вы что-то, кем-то хотели стать, нужно опыт, нужно изучать. Если вы хотя бы в день уделите максимум, пусть даже английский вы хотите в идеале знать, один час на английский язык, и каждый так день, да пусть даже и полчаса. И каждый так день посчитайте, сколько часов, да, вы на это затратили. И в конце года вы поймете, что я умею или я владею, да, чем-то, какими-то знаниями. Вот здесь вы вот как-то... Тут в большинстве случаев проигрывается, знаете, вот успеть чего-то больше бытового, нежели чего-то на самом деле достойного такого важного. Притом у кого-то здесь может проиграться, что здесь кто-то по чуть-чуть что-то начинает делать или, вот знаете, как узнавать какую-то информацию, изучать что-то, может быть, в интернете, неважно. Читать книги какие-то, да, определенные, может быть, в целом. Я говорю то, что понемногу вы что-то берете, но не то, чтобы это, да, как правило, каждый день, а так, когда у вас на это остается какое-то время. Здесь человек, кстати, может быть даже отвлечен на самом деле чем-то таким, что есть бытовое, да, с одной стороны оно важно, с другой стороны, в принципе, есть намного что-то крупнее, чтобы могло дать вам больше ресурсов, больше шансов, больше возможностей и так далее. Смотрите, здесь показывают шире. Вот карты просто не то, что предупреждают, да, даже, а говорят вам, вот смотрите шире. Здесь есть какие-то возможности, и если вы их видите, берите их сразу, да, не оставляйте это на потом. Вот, также здесь, я вам скажу, вас очень часто обсуждают, скорее всего, да, вы находитесь во внимании у людей. Люди, кстати, видят то, что вы умеете заколачивать деньги, зарабатывать деньги.
то, что вы умеете зарабатывать, вы вкладываетесь во что-то, может быть, или вы инвестируете во что-то. Также вы человек, который может приумножать деньги. Даже это пусть будет и инвестиция, да, купили дешевле, например, квартиру, и она выросла в цене тоже, и видят, что у вас какой-то есть во что-то вклад, в чем-то вы имеете какие-то выгоды. Вот общество может обсуждать как-то ваши финансы, да, видя ваше какое-то ресурсное состояние. Вообще в целом вы человек, который любит деньги, любит ресурс, любит, может, даже и изобилие, вкусную еду, красивую одежду, да и все, в принципе, чтобы было ровненько и гладко, и чтобы все было, да, вот как-то так. Вы стараетесь, возможно, сейчас много работать, вкладывать свои какие-то силы. Здесь человек старается прислушиваться и к окружающим, да, вот именно, которые вот советуют вам по поводу, может быть, вашей работы, вашей деятельности какой-то. Вы прислушиваетесь одним ухом, так еще скажу. Да, все равно у вас есть какая-то своя идея, свои какие-то новинки, может быть, да, может, с интернета где-то тоже собираете информацию. Потому что здесь показывает человек по кусочкам. Человек, да, что-то может изучать по кусочкам. Здесь есть и в какой-то степени, когда вы занимаетесь работой, вы медленно это делаете. А в целом, да, вы очень такая активная, везде успевайка такая. Решительная, не боитесь никого, ничего. Вы скорее еще человек такой, который, вот знаете, совершает такие иногда действия, что вы можете многих шокировать, да, или приводить в какое-то удивление людей, окружающих. В принципе, здесь много разговоров, много вижу моментов таких, что вас окружают, вас обсуждают, вас говорят, да, скорее всего, вы имеете что-то за собой или имеете что-то, какие-то, может, достижения, да, что вас и с одной стороны уважают, с другой стороны здесь могут и завидовать вам. В принципе, вы человек, который палец в рот не клади, который умеет за себя постоять, который в какой-то степени, да, может и обижаться очень долго. И вы знаете, вот для вас определенно есть какие-то значимые приоритеты в жизни, на что вы можете обижаться, да, кто-то, может, на это плюнет, а для вас это важно, да, измена, например, кто-то плюнет на это, да и уйдет, а вы же, знаете, у вас обидка останется, например, да, это может быть измена, это может быть предательство, еще что-то и так далее. Для вас это важно, а для кого-то не важно. Вот для вас это просто все, конец, да, вы перестанете общаться. Сегодня показывают, на сегодняшний день показывают вашу какую-то такую хладнокровность даже по отношению к себе, да, вы действуете очень и активно, и резко, скорее всего, можете быть резко и раздражительной тоже на сегодняшний день. Также здесь человек, который является для кого-то иконой, да, или идолом. Вы для кого-то, вот пример может быть для подражания. Кто-то вас, может быть, даже копирует в коллективе, да, и здесь показывают, что если, как человек думает, если я буду вот как она, у меня будет то же самое, что есть у нее, да, именно смотря на ваши какие-то ресурсы, может быть, даже поведение. Да, многие могут и считать, что из-за поведения вам что-то достается, или из-за ваших жестов, или из-за манеры речи, или из-за того, как вы что-то делаете, да, вот вам что-то достается. Тут показывают женщину, которая всегда, никогда себя не забудет, не забудет о себе, да, всегда она вкладывается в себя. Здесь есть внешность, здесь есть духовность, и в большей степени, я бы сказала, вы еще стараетесь, вы знаете, держать в форме баланс именно и внешний свой мир, внешность свою, да, имею в виду, и внутренний мир. Вы стараетесь вот соблюдать какую-то золотую середину здесь, в чем-то даже, я бы сказала, преуспеваете среди своих коллег, например. Или среди даже, я бы сказала, даже в школьные годы, да, вы могли преуспевать среди своих сверстников или чем-то выделяться. Здесь человек, который, скорее всего, еще, знаете, очень часто заглядывается в свое отражение по
поправляется, может быть, да, смотритесь, любуетесь собой, в зеркало, в отражения какие-то, витрины, это могут быть что угодно. Также здесь человек, который может себя с кем-то сравнивать и быть чем-то собой недоволен, да, искать в себе какие-то ошибки, искать какие-то, вот знаете, даже на теле, вплоть до каких-то всяких прыщиков, увидели прыщик, выдавить, знаете, вот такое есть. Здесь докапывайтесь в чем-то до себя, даже вот до своей характеристики, зачем я так сказала, почему я так поступила, да зачем, почему я, да, вот ругаете себя. В чем-то бывает останавливаете в каких-то ситуациях, не спеши, не спеши. Здесь вот какое-то, знаете, есть такое два, как будто в вас два человека. И вот один другого, вот как учительница с указкой, да, поправляет. Вы очень работоспособный человек, вы готовы и день и ночь пахать. Главное, да, достичь желаемого, жить беззаботно, спокойно. Вам не нравится, вас качали на качелях, вам делали, возможно, даже больно, или же, знаете, уходили, приходили, вот именно что касается партнеров, любовная сторона, да, то есть когда к вам возвращались, или вы еще такая женщина, которая не забывается. У мужчин, которую очень сложно забыть и почти никогда, да, вот не забудешь такую женщину, она постоянно витает где-то перед глазами, вот так, да, или же в голове, или же где-то человек как будто бы вас видит, вот мерещитесь, может быть, даже во сне, вот так вот. Опять говорю, любите вы деньги, и деньги для вас играют роль, знаете, вот, энергосбережения, ресурса и так далее. Вы умеете просчитывать. Вы вот знаете, тот человек, который, знаете, как рассчитывает. Или я этот час потрачу за 30, да, там, долларов. Или я могу этот же час потратить за 300 долларов. Да, это разница. И вы пойдете туда, где за 300 долларов. И вы человек, который, скорее всего, выбирает больше не фирму, а чтобы это вам шло, чтобы это вам подходило. Да, у вас может быть разное всего, но вы не опираетесь, чтобы это была фирменная вещь, не фирменная вещь. Главное, чтобы вас это украшало, вас делало лучше и так далее. Но здесь человек, который, в принципе, любит качество, да, разбирается в качестве, может быть, разбираетесь даже ощупывает ткань, материал, когда что-то покупаете, трогаете. Для вас это очень важно. Здесь, кстати, есть, вот знаете, мир делится, хотела сказать. Ну и мир делится. Есть такие люди, которые любят только синтетику, а есть люди, да, которым приятны только натуральные материалы. Вот тут вот так вот граничит. У кого-то так, у кого-то именно, да, так. У кого-то кто-то не переносит эти натуральные материалы, а вот только любит, да, синтетическую одежду, гладкую такую, может быть, даже эластан, вот что-то такое. Кстати, здесь люди, которые вечером вот напьются воды, а утром отекают, опухшие просыпаются. Да, на ночь не рекомендуется. А, кстати, кому-то, наоборот, бывает и рекомендуется. Вот так вот. Вам нет, видимо. Здесь сложности могут, кстати, быть... Ну, это уже медицина пошла. Это печень, да. То есть здесь, может быть, даже нужна профилактика печени, очистка печени. И, кстати, здесь такая женщина, такой человек. Вот хочется сказать, вы шагаете в ногу со временем, да, такой современный человек, не отстаете, успеваете даже в технологиях везде, да, или много чего знаете о технологиях, или может быть, к вам вы что-то изучаете, да, такого рода. А здесь человек на самом деле успевает все. Даже и внешне, и современность тут какая-то идет, да, модерн и так далее. Может быть, любите модерн. Также здесь человек, который увлекается каким-то, может, и искусством. Опять-таки, тоже это что-то связано с модерном, может быть, современным.
Семейные люди, теплые, приятные. Я бы сказала, вы бываете очень часто влюбчивы или, вот знаете, влюбитесь, и сразу у вас одеваются розовые очки. Тут человек, который умеет любить, у него есть сердце. А вы любите и животных, скорее всего. Может, у кого-то есть кто-то, да, из домашних животных. Вы можете все, в принципе. Вы можете, вот хочется сказать, вертеть этот мир на мизинце, как брелок. Знаете, у вас все получается, если вы этого хотите. Если вы этого реально хотите, у вас все получается. Даже, да, водить трактор. Вот такая вы дама. Если вы этого, главное, захотите. А бывает, знаете, вот, например, да, хочу вот это платье, но в душе вы его не хотите. Вот, а оно никак, вот, знаете, не получается иметь его у себя. Вот, потому что, в принципе-то, вы его, если честно, да, внутри себя не хотите. Человек такой разносторонний, опять-таки показывает, да, человек талантливый. Здесь, кстати, много талантов, не определенно что-то, а много разных талантов. Здесь, кстати, у человека очень хорошо развит слух. Или вы любите, меломан, да, слушать музыку. Кстати, музыка может очень положительно влиять на вас, и рекомендуется здесь вот даже, знаете, вот пользоваться такими практиками, как медитативная музыка. Вы хорошо впитываете, и у вас вот каждая ваша клеточка, вот она как подстраивается, я бы сказала, регенерируется и так далее. Вот такие вот звуки, например, для сна есть звуки, мелодии и так далее. Гигагерцы, да, на вас это очень положительно влияет, но именно правильные. Вот. Сейчас проходите именно какие-то изменения, трансформацию. У кого-то вот именно идут какие-то перемены. Вы чувствуете, что вы меняетесь. Вы чувствуете даже, что вы сейчас совершенно другой человек, нежели вы были раньше. Да? Вот так вот. Хорошо. Давайте, может, даже в зеркале, в отражении видите себя уже совершенно другой, нежели в прошлом. Но при том здесь, да, вы в лучшую сторону смотрите. Так, смотрим дальше. Тайны за вашей спиной. Если с вами резонирует портрет, продолжаем смотреть дальше. Тайны за вашей спиной. Кто чего там таит. Слушайте, сразу мужчина здесь выходит. Угу. Мужчина такой, я бы сказала, лидер, да, или пытается вот довести дело до конца, идет за своим, не боится ничего, никаких преград. Вот как такой бесстрашный человек, возможно, в своих кругах, может быть, и является авторитетом или лидером, которому смотрят в рот или которого слушают серьезно, да, воспринимают, а не как дурачка. Вот так. Тайная. Человек держит в секрете такую ситуацию, вот он привык везде побеждать, быть лучшим, там, тра-та-та, на первых местах, чуть ли не на обложках Forbes, да, например, ну, везде, главным, лучшим и так далее, да, возможно, его перехвалили в детстве, но здесь, знаете, вот с вами как-то не получается простроить отношения, потому что вы ускользаете или часто меняете свое какое-то направление. Вроде как договорились в кафе, раз вы так переметнулись, а я сегодня не могу, или давай перенесем и так далее. Вот вы такая неуловимая, и у человека такое сомнение, да, а нравлюсь ли я ей вообще, или берет ли она меня в расчет вообще по-серьезному, да, я не привык, чтобы со мной так поступали. Я привык, чтобы все четко, по делу, по факту, да, вот меня вот как будто бы за нос вводят в какие-то иллюзии. И тут, знаете, вот такие догадки только у мужчины о вас. Вот нельзя, я бы сказала, просчитать вас, да, и тем самым вы ставите в неловкое положение какого-то мужчину. Это может быть даже и начальник, это может быть человек такой, в принципе, по себе серьезный, да, который только работа, или дела, такой весь деловой. Вот. И у человека, знаете, рушится вообще картинка одна, нарисовывается другая картинка. А тут же опять рушится, и человек не знает, что вообще о вас можно думать. В целом, я бы сказала, у человека есть какие-то к вам чувства, намерения. Человек как-то
расположен или блюдит за вами, да, есть какое-то к вам внимание. Вы интересны, вы на обзоре у этого человека. Возможно, даже вот как не сходите с уст или не сходите с его глаз, да, постоянно где-то вот, может, и мерещитесь или видитесь и так далее. У человека даже иногда такое чувство схватить вас, да, прижать к себе и не отпускать. Здесь идет какая-то дорога к вам, ну, может, и ваша дорога к нему, да, но здесь скорее какая-то дорога или совместная, ну, скорее больше у него к вам. Вот так вот. Здесь есть момент того, что он может скрывать, да, от вас, что он комплексует, что вы его ставите именно в такое положение какого-то дурачка. Вы знаете, я не мальчуган уже, мне не 15, чтобы со мной так, вот так, вот так, да, или чтобы со мной относились несерьезно. Но вот вам это как-то простительно, а вот остальным всем нет. С другой стороны, тоже ему неприятно, да, или же человек чувствует какой-то дискомфорт, или здесь проявляется какая-то слабость. И ему, вот, хочется сказать, комплексует, да, из-за этого, что он проявляет слабость. Притом, вот знаете, у вас есть тоже какая-то внутренняя сила определенная, которая умеет, давайте так назовем, манипулировать этим мужчиной, да, или поступать так, как нравится вам, например, да, то есть вот так вот. И мужчина, хочешь не хочешь, да, идет вот как-то к вам навстречу, на уступки, возможно, даже боится вас. И человека, я бы сказала, у него вот есть какой-то ограничитель, да, работа, и больше вот никуда нос свой не сувать. С другой стороны, да, вы отвлекаете его внимание, потому что человек имеет какие-то чувства. И чем больше вы или отдаляетесь, или у вас нет времени на него, он думает только о вас. Кстати, это даже теорема такая, да, хочешь влюбить в себя человека, отдаляйся от него. Вот, именно мужчину, да, вот так вот работает именно мужская субстанция. Отдаляться. Но никто не отменял и пряник тоже, да, не только кнут. Окей. It's okay. Едем дальше. Но человек в какой-то степени даже вас рассматривает как конкурента, который с ним борется. Притом вы такая на ментале, вы такая на морали, да, у вас своя какая-то, может, и мораль, и определенно как-то морально вы его переплевываете, выигрываете. И иногда даже включается такой спортивный интерес в плане того, чтобы вас переиграть, да, чтобы... Вот человек хочет, чтобы вы испытали какие-то трудности. Видеть вас в какой-то трудности или в какой-то ситуации, где вам нужно помочь, где вы слаба. Но ему этого не удается. Да? А если и удается, он видит, как вы, да, быстренько раз так свернулись и убежали. Да? Вот как-то поднялась, отряхнулась и пошла. Даже побежала. И все это быстро. Даже не успеешь рот открыть. Вот так вот. Тут у человека очень много о вас мыслей, и чем больше вы на самом деле отдаляетесь от него, тем больше вы становитесь ему интересны, тем больше, да, человек бежит за вами. Показывает, что вас надо быстро хватать на месте, здесь и сейчас, да, и крепко, потому что вы такая скользкая, убегаете, вырываетесь. Человек, кстати, возможно, может вам написать, позвонить, кстати, в ближайшее время. Здесь может начаться какой-то диалог, возможно, даже куда-то пригласить, или, может быть, с ним состоится какая-то встреча. Может быть, даже здесь, вот смотрите, как вы встретитесь с этим человеком, вы его знаете, но вы встретитесь в дороге где-то, столкнетесь. Может быть, даже в одном автобусе, или на остановке, или еще где-либо. Знаете, я вам скажу так, что человек этот в вашей жизни является вот частью вашей жизни. Скорее всего, даже вот, да, благодаря тому, что вы появились в его жизни, вы его чему-то научили, он появился, да, вы вот как прокачиваетесь, может, скорее всего, на нем, да, вот тут именно какие-то моменты уроков, может быть, научить вас быть той самой женщиной, да, а вот тебе на тренажер вот этого императора, и попробуй-ка.
Может и так, но человеку вы очень симпатичны. Какие еще тайны скрываются за вашей спиной? Знаете, здесь вот вы сожгли мосты, а человек считает, что мы не сожгли еще мосты, нам нужно в чем-то разобраться. Человек какой-то злится на вас. Злится. Он считает, что он в вас много вкладывался или когда-то вам помогал в чем-то, да, вот в какой-то степени держит такое вот чувство, что вы еще должны остаетесь. Вот так вот он думает, да, что ты мне еще должна будешь. Мы еще не доразобрались, а ты уже сожгла мосты и убежала. Смотрите, какая вы активная. Настолько активна, что успеваете на самом деле убежать, оставить. И здесь вот показывают, да, что вы были по отношению к этому человеку правы, что поступили именно так, что оставили, что именно сожгли эти мосты. Но человек прорывается вернуться к вам в жизнь, да, например, или вернуть ту ситуацию из прошлого, дабы вам напомнить, что вы еще, да, в чем-то ему обязаны, должны или должны что-то вернуть. Притом, знаете, человек в какой-то степени является такой корыстный, жадный, может даже мелочный, Плюшкин, который все старье домой тащит, да, или все подряд, где что хорошо лежит. Скупердяй, вот такой вот бубнилка такая. Почему-то показывают вот старость, именно когда в старости человек сидит и вот на всех ругается. Вот это, скорее всего, из этого портрета, да, это человек, который даже при вас мог кого-то, или часто это происходило, что он кого-то, хочется сказать слово, обсирал, да, обсуждал именно в негативном ключе. Здесь показывают в чем-то, да, есть тут интеллект. Именно, например, человек знает высшую математику, но ничего о духовном, да, человек не знает. Или человек знает биологию, там, химию и так далее, да, какие-то, может, науки, или разбирается в компьютерах, IT и так далее, но в духовной сфере для него это вообще лес дремучий. Для него это что-то такое, знаете, я в это не верю, да, или знать этого не хочу. Вот я здесь прав, и все, и точка, да, человек не хочет меняться, человек вот в чем-то застревает в прошлом. И вот такое чувство, что человек еще в прошлом где-то там застрял, и вот пытается, знаете, вот как-то за счет кого-то, я бы еще сказала, выровняться или улучшиться, да, или же вот тем самым даже верни мне долг, или верни, что я в тебя вкладывал, да, хочется сказать даже, да, верни те подарки, которые я тебе дарил. Человек вот как пересчитывает, пересматривает, вот что-то такое, да, именно из прошлого, то, что уже прошло. Вот я ей давал, я ей дарил, и вспоминает каждый момент вплоть до мелочей, да, что он вам давал. Здесь скорее складывается портрет бывшего мужчины. Здесь незрелая позиция. И вы знаете, в жизни человек поступает... Вот я говорю, что касается математики, он решит. Но что касается жизненных ситуаций, нет, он ускользнет. Он ускользнет. Если это будет семья, дети, да, человек не будет нести ответственность. Вот он знает свою высшую математику, и все. И больше его, как говорится, ничего не касается. Все остальное, да, все остальные позаботятся. Вот как-то так, да, ни о чем, нет какой-то такой моралки уравновешенной. Вот хочется так. В какой-то степени, да, вспыльчивый, псих, вот так хочется сказать, психанет, швырнет или порвет, да, вот какое-то такое есть в нем. Притом на глазах у людей кажется вот таким ангельским, таким милым, даже сказала бы интеллигентным человеком, учесанным, вот такой весь, да, вылизанный. Может, даже и смазливый, знает себе цену. Притом, знаете, этот чел знает себе цену, но вот он любит прибедняться, чтобы его... он любит комплименты, да, и человек ждет, вот тем самым выпрашивая комплименты. Да нет, ты такой, 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 да, а вот он знает, что он такой. Но он любит, когда это подтвердят другие, ему это приятнее. Человек, возможно, находится сейчас в каких-то отношениях, где есть проблемы, может быть, даже или конфликтные ситуации
на уровне денег, финансов, да, или каких-то долгов. И вот он пытается это решать, но тут момент такого обвинения кого-то в своем не могу. Да, вот он не может, но он никогда не признается, что он не может, да, и скорее вот всего, да, вот вы виноваты, что взяли у него, вот у нее надо забрать, и тогда у нас это будет. Понимаете? Может, даже у человека простраиваются какие-то отношения, и человек это, что что-то не может, сваливает, что все виноваты, но не он, не он. Притом, знаете, кто-то с ним хочет что-то еще серьезное, да, человек, возможно, на самом деле до сегодняшнего дня кажется кому-то ангелом, милым таким, воздушным, легким, как бы легким, но это временно. 2-3 года, да, и эта легкость пропадет, включатся другие рефлексы, вот так. Это страшный манипулятор, я так скажу. Человек, который не видит границ, человек, который может пройтись по головам, да, и, скорее всего, вот когда-то по вам он очень жестко прошелся. Возможно, даже вы давали какие-то шансы, но человек чего-то не исполнил или не сделал. У кого-то, может, даже, да, обманул в чем-то. Манипуляции. Здесь конкретный манипулятор, здесь просто рожден уже манипулятором уже с самого детства, да, человек манипулирует сознанием близких. Скорее всего, да, это тот чел, который будет давить на близких, нежели на окружающих. В окружающих глазах, в чужих глазах он, да, пытается именно казаться, ключевое слово, милым, интеллигентным, таким воспитанным мальчиком. Но в глазах близких, да, он наделал здесь вот каких-то именно пакостей. Вот именно пакостей. То есть близкие что? Простят, да, а вот окружающие запомнят. Поэтому человек, опять-таки, и здесь даже, в общем, на общем фоне манипулирует. Слушайте, он не просто себе знает цену, да, он, кстати, и вас видит на подъеме чего-то, или вы чего-то добились, возможно, в чем-то, может, и даже популярны стали, да, и так далее, или имеете много, но также здесь человек и за собой успевает, да, преуспеть, быть вот ярким, харизматичным. Тут, кстати, очень много какой-то такой, даже, я бы сказала, избыточной харизмы идет чересчур, да, что кажется это даже фальшивым. Окей. Так что вы еще ему, как он считает, должны. Он, да. Может, еще и списком пишет, что ты мне должна. Смотрим дальше. Какие тайны за вашей спиной. Здесь кому-то очень опять... Слушайте, здесь за любовные темы. Ну, так уж и быть, да. Вы кому-то очень сильно нравитесь, но, знаете, вы превыше этого человека по статусу, может быть, по финансам и так далее. Или намного вас моложе, да, или намного, может, и старше, не знаю. Да, у каждого оно по-разному проиграется. Здесь какая-то может разница быть в чем-то, или финансовая, да, или возрастная и так далее. А может быть, даже знание чего-то. Но вы такая, я бы сказала, вишенка на торте, которая привлекает к себе внимание остальных мужчин и этого тоже человека. Человек, знаете, хотел бы такую женщину для семьи, для серьезных отношений, хотел бы тут все по-серьезному, да, он видит и в вас какую-то серьезность, притом хотя вы проецируете какую-то красоту, какой-то такой внешний вид, да, что я такая налегке, на самом деле видит он в вас вот это вот внутреннее зерно, что вы человек очень серьезный. Это только вы во внешний мир проецируете, внешне, что вы такая легкая. На самом деле вы очень такая сосредоточенная, дисциплинированная, конкретная женщина, которая не летает в облаках, которая умеет копить или зарабатывать, вот так вот. Но здесь такая недосягаемость до вас не дотянуться.
не дотянуться, вы звездочка на небе, да, вы очень высоко, или имеете на самом деле какую-то разницу в чем-то, притом большую. Есть такое разочарование, в какой-то степени так легкое даже вот покалывание сердца, да, бывает, или поддергивание глаза при виде вас. Также, или когда человек вас вспомнит, у него чуть ли там не глаз дергается, да, он настолько вами впечатлен, или же, да, человек, может быть, был какой-то между вами диалог, но, вы знаете, человек понял, что он недосягаем, или он не сможет что-то преодолеть, чтобы вас получить. Вот так. Какая-то вот именно какое-то разделение. Это может быть даже барьер быть и языки, и что угодно, да, или расстояние далекое. Слушайте, вы знаете этого человека, возможно, давно на расстоянии. Человек, кстати, считает, что, вот знаете, духовный мир у него, да, он говорит, богатый. Но дать физически, например, деньги, да, финансы, что-то такое, обеспечить, я не могу. Я умею, да, вот чему-то научить, может быть, даже, да, вот, вот как-то духовный здесь уровень, да, поговорить о чем-то таком глубоком и так далее. Ну вот поразмышлять, порассуждать, но если касается это вклада в семью там и чего-то, заработков, этого нет. Скорее всего, здесь может быть даже разница на самом деле финансовая, да, вот то, что у вас есть, вы умеете, а вот он нет. Нет. Хочется сказать, даже вот человек как в дырявых носках ходит, да, в дырявых штанах, да, или в старье каком-то. Что-то у него старое, он не может это обновить. Притом, знаете, он всегда мечтал быть кем-то, таким великим, сильным, может быть, даже человеком с мышцами вот этот вот, да, как со спортзала, или же быть вот каким-то таким королем. Вот. Но это только мечты, это только какие-то фантазии. Человек пребывает, кстати, еще в каком-то прошлом. В прошлом, да, может быть, я говорю, что было между вами какое-то общение, и здесь вот что-то вспоминается, но невозможно это отпустить из памяти, забыть. Я говорю, вы женщина, которая очень сложно стереть из памяти. Хотелось бы, но не получается. Вы всегда всплываете. Как какие-то вот фрагменты, да, здесь может быть даже и фотографии, или в принципе как фрагментами всплываете у этого человека. На глазах, в мыслях и так далее. Во сне может снитесь человеку. Здесь, я бы сказала, сильные чувства. Вы взяли его на какие-то эмоции, да, вы вот как-то, может быть, себя вели, о чем-то говорили. Человеку это прям вот зашло, вот как песня, да, в душу. И человек не может этого забыть. Так, что у нас еще? Здесь есть тайна, да, о том, что вот в чем-то был обман, да, он в чем-то вас обманул, притом, знаете, он что-то скрыл. Это может быть даже, да, когда человек пытался на самом деле казаться королем, да, богатым, успешным каким-то, или что у него есть какие-то достижения, на самом деле это неправда. Это неправда, да, это лишь только вот какая-то отвлекающая часть, или же, да, тем самым вы будете его уважать. Он будет уважаем вами в ваших глазах. Здесь, например, да, тут больше, скорее всего, проиграется и финансы. Да, человек умеет красиво убаюкивать, красивые слова говорить, в какой-то степени романтику вот эту вот включать. Очень хорошо, притом получается, что женщины на это идут. Но вот что конкретика дать, взаимодействуя именно по-серьезному, да, там вклад в семью и так далее, это нет. Это никак. И вот из-за этого он комплексует, возможно, да, или же человек переживает по этому поводу, что он не может заработать. Здесь человек, кстати, ваш ровесник, скорее всего, да, или чуть-чуть старше вас, чуть-чуть. Может, даже на несколько месяцев. Так. Тайны за вашей спиной. Знаете, кто-то
Это может быть родственники, да, или кто-то, вот смотрят на ваше какое-то продвижение, достижение, там, что вы сейчас намного лучше выглядите внешне, да, что вы вот преуспели в чем-то, изменились, да, были вот серая мышка, а стала красавица, вот как-то так, или из лягушки в красавицу, вот что-то такое, да, что-то в себе поменяли и так далее в лучшую сторону. Притом, знаете, ну мы же ей это прямо в лицо-то не скажем, ну вот есть такое, что она была раньше вот не так, никакая, да, вот так вот, а сейчас она что-то в себе изменила, да, и стала вообще другая, лучше, красивее. Также здесь, что вы очень сильно красуетесь где-то или показываетесь, это может быть инстаграмы, да, тиктоки, там что угодно, какие-то видео, может быть, или фотографии, вы где-то красуетесь или видят какую-то фотографию, да, и вот говорят о том, что вот она красуется. Знаете, вы очень сильно и внешне поменялись, и вот, может, даже и по характеру, да, стали вот более такой закрытой, даже снобной, да, такой, нос задрала и пошла. Но при том, при всем, да, вас любят. Что вы такая гордая стали или неподступная, что недоступная, да, такая женщина. Что так такую женщину просто, как говорится, в постель не завалишь, вот так вот, да, вы имеете свой характер. Вы, кстати, в какой-то степени даже стали более холодны, или вот, знаете, идет сюда такая информация, вы как будто в этом мире уже видели все, и вам уже не интересно ничего, вот тоже могут об этом говорить. Кто-то может считать, что жизнь вас сделала лучше, притом побив вас, да, или сделав вам больно. Может быть, вы с кем-то об этом делились, рассказывали, или кто-то это чувствовал, именно что вам было в жизни нелегко. Но вот через это нелегко вы в чем-то улучшились, особенно внешнем. Ну, кстати, умнее стали. Умнее, продуманнее, возможно, да, научились зарабатывать или умеете хорошо зарабатывать, всегда найдете денежку, вы с пустыми руками никогда не будете. Также здесь видят вас, что вы любите материальные блага, любите какую-то красоту, изыск такую, изобилие, чаша Грааля, которая всегда наполняется богатством, ресурсами какими-то, да, что вы никогда не останетесь без копеечки, всегда у вас будут деньги. Видят вас даже, возможно, и перспективу, да, или видят вас ресурс вот этот. Возможно, даже кто-то из детства, да, видел уже, что вы чего-то добьетесь, вы чего-то в этой жизни получите, кем-то станете и так далее. Но, вы знаете, вас при том при всем любят, но вот когда-то вы кому-то, этому человеку, который вас любит, сделали вот как по сердцу ножом или сказали вот как-то что-то обидное, может быть, да, но при том, знаете, человек это отпустил, простил, но он вас в душе, или она, да, это может быть и бабушка, и мама, и кто угодно, сестра, но в душе все равно понимать, что есть между вами какая-то связь, да, человек бы хотел, может быть, даже восстановить отношения, или же, да, человек все равно, опять-таки, вас любит. Да, немножко внутри кошки, как говорится, скребут, есть такое, но все же в целом, да, человек к вам относится благоприятно или уважает вас, я бы еще так сказала. Любит всем сердцем, желает вам всего только самого наилучшего. Вот здесь вот, знаете, порывы души. Возможно, кстати, на порывах таких эмоций человек для вас что-то делал, помогал вам в чем-то. Да, когда-то вы были неправы, но все же человеку было больно на тот момент, когда вы были неправы, но человек эту ситуацию, вот хочется сказать, переварил, да, и отпустил. Вот, возможно, даже вот как слово я говорю, простил вас. Закрыл на это вообще глаза и забыл. Так, ищу, какие тайны скрываются за вашей спиной. Человек не хочет возобновлять вот это вот болевое что-то, не хочет. Или вспоминать. Какие еще тайны скрываются за вашей спиной? Слушайте, здесь одни какие-то обиженки все, да? Что-то все обижаются, злятся. Значит, чего-то вы там надобивались. Здесь я скажу так. Здесь зависть. Обида вот из-за зависти.
Ну, это же вас видят женщину, которая себе все приобрела или все имеет, да, в принципе, ни в чем не нуждается, или умеет зарабатывать и умеет распоряжаться финансами, да, вкладывать, инвестировать и приумножать. Но здесь, вы знаете, человек такой, возможно, кстати, между вами была какая-то дружба или какое-то общение, близкое общение, или, возможно, долгое время вы общались. И у человека вот закрадывается мысль, да, вот что-то тоже такое сделать, да, или улучшить как-то свою жизнь, но не получается. Вот как человек лезет из кожи вон, но ничего не получается. Старается быть всем хорошим, угодным, но опять-таки, да, и в душе он обижается на всех. Но внешне проецирует, да, что я тебе помогу, вот именно такие с позиции Робина Гуда, да, вот такого хорошего, добросовестного, честного человека и помощника, вот как спасителя. Но на самом деле в потаеночку где-то дома, да, под подушкой сидит вот, и всех материт, какие все плохие или какой мир жестокий, да, как несправедлив мир к нему. Притом здесь и на вас вот есть именно даже не обида, я бы сказала, зависть. Вот к вам есть проявление такой зависти, что вы достигаторша, вы получаете сполна и много, да, скорее всего, в ресурсе, не нуждаетесь ни в ком и ни в чем. Сама можете себе помочь. Возможно, да, вам повезло с какой-то работой или какой-то деятельностью, которой вы занимаетесь. Притом, знаете, вам, возможно, помогает кто-то из семьи или мужчина около вас, который вас содержит, помогает. Это, скорее всего, женщина. Она, кстати, говорит о вас. Здесь, кстати, вы могли, вы знаете, делиться. Вот никогда не делитесь чем-то личным, даже если вы где-то в семье там ругаетесь. Никогда не выносите, как говорят, ссор из избы. Вот тут, да, та ситуация вот как раз-таки, когда вот где-то в каком-то коллективе, в обществе, да, вот что-то человек рассказывает о вас, о том, что было у вас неприятного в жизни, или ваши вот какие-то именно проигрыши, да, когда вы падали, спотыкались, может быть, делали какие-то ошибки. Вот человек вот это все выносит, хочется сказать, на подносе, на разносе, да, в общество. Нате, посмотрите, вот видите, да, возможно, человек имеет какие-то или доказательства, или пытается как-то людям что-то доказать, преподнести именно какую-то информацию о вас, и при том не очень, в не очень хорошем свете. Но при том, что самое интересное, вы раньше общались или близко, да, или очень хорошо. Но на момент того, когда вы стали что-то получать, ваше общение прекратилось, и человек внезапно исчез. Вспомните, кто это. Да, что это за дама такая, которая именно вы делились чем-то таким вот личным, может быть, даже сугубо личным, о чем вообще не стоит делиться, да, может быть, даже какие-то свои отношения именно выносили на разговор к этой женщине. И вот эта женщина, да, рассказывает о вашей жизни, да, о ваших вот каких-то именно, даже я бы сказала, спотыканиях вот этих. Знаете, хочется сказать, вот почему у нее в жизни не получается, да, почему здесь нету ровного баланса, его нету. Он, да, вот только начинает человек что-то делать, она как сквозь пальцы, или получила зарплату, она куда-то, вот, извиняюсь, просралась, эта зарплата непонятно куда, куда-то ушла, да, сквозь пальцы именно провалилась. Или человек вот уже что-то достигать, и раз оно падает, рушится. Знаете, или купил вазу, она идет, а она разбилась. Елки-палки, это постоянно во всем, потому что человек выносит на суд чью-то, да, личную, например, жизнь. Вот вы делились тайно, да, никому не говори, или это только между нами. И вот человек это выносит, то есть делает зло, да, получается. И вот это все возвращается, да, оно возвращается именно так, что у человека ничего в этой жизни не получается. Кстати, эта дама такая, это доносчица, да, может быть, еще. Это тот человек, есть такие в коллективах, которые, вы знаете, не нашим, не вашим, но очень так отчетливо, в час, вовремя любят руководству доносить, да, какие-нибудь справочки о коллективе, да, или в обществе в целом.
Вот такой вот. Вот такая вот дама. И притом, вот, знаете, вы вот как откуда-то ушли, или вот исчезли из поля зрения этой женщины, или она из вашего поля зрения, да, вот, и вот понеслось, да, о вас, да, разговоры о вас. Притом между вами есть кто-то общий знакомый, может быть, да, и поэтому человек, не зная меры, вот идет сюда, не зная меры, не знает он меры, да, он разговаривает, говорит, может быть, распускает какие-то слухи. И это все возвращается, да, в виде вот каких-то, может, даже и проблем, или не получается что-то, человек чего-то не достигает. Да, здесь еще такая зависть, что вот вас любят или вас кто-то окружает теплом, заботой, может быть, какой-то, или кто-то о вас заботится, да, а вот о ней нет, да, или что мир направлен против нее. И здесь, да, вот есть опять, говорю, доля какой-то зависти, что не соглашается, может, с ней кто-то, или не идет удача в руки, не приходят какие-то возможности. А вы, получается, да, с помощью того, что вам кто-то помогает, вас любят, вас содержат, да, вам все дают вот кто-то, или начальство поощряет вас, или поощряло. Вы всегда, вот знаете, на коне, вы всегда на каком-то позитиве, да, даже при том имея. Вот что, кстати, ей нравится, но с другой стороны зависть в этом есть, да, что вы не впадаете в какие-то глубокие депрессии, там, поплакать, да, вы вот такая вот раз такая и забыла, плевать хотела, да, и пошла дальше. Вот это вот уважает она, но вот она этого не может. И вот в какой-то степени, да, завидует. И она понимает, что суть вот, да, убери обиды, и все получится. Тут тонко даже вот подсказка ей идет, да, вот не обижайся, вот как она это делает, вот не обижается, да, и у нее все получается. А вот ты сидишь, обижаешься, и у тебя ничего не получается. Вот даже, может, подсказка, может, человек не замечает эту подсказку. Обиды тянут нас вниз. Не обижайтесь ни на кого, не злитесь, не распускайте слухи, особенно если вас попросили держать это в секрете, да и вообще в целом о чем-то личном, чужом, да, когда с вами поделились, на тот момент даже все равно человек шел к вам навстречу. Не нужно, да, пытаться как-то за счет кого-то выезжать. И при том, знаете, вот человек, который распускает слухи, как раз-таки в глазах других вот, попахивает гнильцом такой человек. Потому что люди уже начинают понимать его сущность и, соответственно, относиться к этому человеку. Да, что человек о таком личном рассказывает здесь и сюда, и сейчас, да, вот нам. То есть, это что за человек-то такой? Да, есть здесь какая-то, вот, знаете, вот такая конкуренция, но вот я ее обгоню, но вот как-то ложно, да, или подрисую единичку, или куплю себе медаль, где написано единичка, и повешу себе на грудь, и покажу, да, свои достижения, что я тоже чего-то в этой жизни добилась. Вот понимаете, вот какой-то выигрыш обманным путем, притом, да, здесь нет выигрыша, здесь пусто, нет каких-то достижений. И вот в этом идет проявление зависти по отношению к вам. Вы достигаторша. Так, смотрим дальше еще. Ну, слушайте, какие, да, вот все на самом деле обидчивые. Вот смотрите, опять обида. Значит, все. Я уже сразу вижу обидчивые, все, значит, в жизни ничего не получается у человека, раз человек обижается, да, или когда пишут, например, плохие комментарии, вот что-то, ну, не идет. Да, у человека. И здесь нужна проработка. Ну вот, знаете, хоть тыкай, хоть лицом, да, как в тарелку. Оно не, если не заходит информация, она не заходит. И вот тут то же самое, да, человек на вас обижается, что когда-то он вам в чем-то помог, притом, знаете, такая помощь, вот как навязчивая помощь. Вы говорите, да нет, я справлюсь сама, не надо. Да нет, я тебе помогу. Давай, я понесу твои сумки, да, вот, и человек хватает, берет, несет, а потом, да, обвиняет вас, что вот когда-то он вам помог донести эти сумки, а вы вот такая вот, извиняюсь, скотина, да, отвернулись и пошли в другую сторону, да, и вот когда ему нужна была помощь, а вы не помогли. Притом, да, никто не просил понести сумки. Может быть, даже, да, вы на отказ стояли, вот не хочу и все, я сама понесу. А нет же, да.
Вот здесь момент такого, что человек как-то искусственно, да, пытался быть в ваших глазах хорошим помощником, да, или выручкой такой, я тебя выручу. Но при том, да, вы никого ни о чем не просили. Да, вы бы исправились самостоятельно. А сейчас человек ждет от вас вот какой-то помощи, какой-то ответной реакции, да, что вы хотя бы спросите, как у тебя дела, давай, может быть, тебе в чем-то помогу, а вы же нет, да, вы же занимаетесь своей жизнью. Человек о чем-то переживает, плачет, есть какие-то страхи, вспоминает, да, что все вот такие плохие, он всем помогал, а все отвернулись. Это манипуляции, дорогие мои, это чистой воды манипуляции. Это, кстати, может быть даже и отношения мужчина-женщина, да, когда в вашей жизни был мужчина, который вот сейчас обижается на то, что он когда-то вам помогал. Это манипулятор, фальшивый, да, вшивый, вот вшивый идет сюда слово, человек. Вообще ненавижу эту карту в каком-то смысле, да, вот именно когда касается именно портрета, отношений и так далее, но иногда, да, именно с другими картами выходит это и положительно очень даже чересчур. А вот здесь именно в этой ситуации, да, вот какой-то показывает человек трус, и человек, знаете, который может вот сталкивать лбами других людей, да, что кто-то там поссорился или кого-то рассорить, разругать и так далее. Вот это такой тип скользкий, неприятный. Притом, знаете, он считает, что он в этой жизни сделал очень много людям добра, хотя его не просили. Никто его не тянул. И он ждет какого-то вознаграждения, да, вот когда мне что-то будет. Притом, знаете, шел на какие-то жертвы, да не в угоду себе, да, вот чтобы вот на какие-то жертвы, что вот я не съем, но другому дам, и мне вот вернется что-то. И я вот сразу сейчас вспомнила такой момент, когда я делала расклады, да, вот где-то я говорила, даже вот вы, когда делаете какой-то, совершаете ритуал, не ждите, что вот он исполнится, что он будет работать, да, никому не говорите, что вы совершили какой-то ритуал, или что вы ходили, например, на личный расклад, или о чем вам особенно там говорили, да, на личном раскладе, что вы там покормили, может быть, да, домового, кошечку, птичек и так далее. Никому об этом рассказывать не нужно, да, это ритуал, и ритуалы выполняются тихо, да, и притом, да, не ждите, что вот вы сделали ритуал на изобилие и богатство, например, вот как здесь, да, не ждите, что это сработает. Вы сделали и постарайтесь забыть расклад, да, что вам там говорили. Ну, попытайтесь вообще просто всерьез, это не то, что всерьез, а именно не держать, да, вот что там говорили, каждую деталь. Забудьте об этом. И вот когда начнет это происходить, вы начнете видеть результат, да, как работает ритуал. Вот именно когда вы забудете, что вы это делали. А вот тут человек, да, вот он помнит, что он что-то сделал хорошее, да, и вот ждет, когда вы преподнесете или деньги, может, да, или вот что-то, поможете ему как-то, но притом так ощутимо, может даже, да, скорее больше финансово. У человека могут возникать какие-то сложности с деньгами, но никто не поможет. Все сволочи, а я всем помогал или помогала. Вот так вот. Человек ждет. Знаете, я бы сказала, человек еще сомнительный. Здесь, кстати, попахивают вот красть, да, эти клептоманы. Это может, кстати, быть клептоман. Вот где-то что-то вот надо взять. Вот что-нибудь, неважно что, даже если ему это не нужно, вот взять. Знаете, это человек, который вот любит акции, может быть, 1, да, +1 в подарок. Да, он еще и дополнительно, может, еще что-то возьмет. То есть это такой человек, у которого всегда будет, вот, знаете, как крысы пришли и разъели. Или купил машину, и она сломалась. Вот так будет в жизни, потому что человек только брать, и притом нечистым путем. Будет разоряться, казна, как говорится. Помочь он может себе сам. Есть знания, есть, вот хочется сказать, как говорила у меня бабушка, башка.
на плечах, да, вот тут есть голова на плечах, человек может, что-то знает, но он же, вот знаете, пытается за счет других, вот что другие помогут, да, или ждет какой-то подачки, помощи, вот, может даже человек не попрошайничать напрямую, да, вот он делает как-то это искося, давай я тебе помогу, там, тра-та-та, вот, а потом уже, да, имеет в виду, что вы в списке должников, да, вот он вам помог покосить траву во дворе бесплатно. Вот так. Видит вас, что вы сейчас находитесь в каком-то изобильном, богатом положении, что вы можете себе многое чего позволить, да, у вас есть, может быть, даже какие-то связи, у вас есть какие-то контакты, у вас есть деньги, у вас что-то есть такое выгодное, да, вы в ресурсе в целом, но вы такая жадная, да, вот сидите там себе на этих деньгах, не зная даже им счет, сколько же их у вас, да, потому что их полно, да, и вот не помогаете. Слушайте, здесь зуб точит вообще, да, и плачет, вот реально человек берет это близко к сердцу, он не понимает, что он делал это, да, вот искусственно навязывал свою помощь, и поэтому он ничего не получает, да, именно манипулируя. Здесь уже была тактика манипуляции. Вот как на автомате это все, да, может в детстве. Вот какие-то именно были моменты, которые научили именно приспособиться вот так, рефлексорно, к таким способностям. Манипулирование, да, это может быть даже человек в отношении всегда манипулирует на каждом шагу. И поэтому ничего не получается. И реально обижается, плачет. Почему все так? Я же такой хороший. Да, хочется сказать слово святой. У меня все хорошо, говорит, с головой. У меня все в порядке. Но он считает себя адекватным человеком, притом не понимая того, что да, за какой-то вот именно человек пытается отовсюду взять какие-то только выгоды, только брать. А не искренне давать. Даете, кормите птичек, не ждите, что это вернется, да, в миллионы раз. Кормите искренне. Кормите искренне. Когда кормите, всегда говорите «благодарю». Вот такое слово для Вселенной. Вселенная услышит и отблагодарит вас. Так. Тайна за вашей спиной. У вас, кстати, что-то тайное за вашей спиной. Дома не работает, уже давно не работает. И оно вот, знаете, вот как, смотрите, что-то вот техническое, да, это момент чего-то, техника. Она работала, но она долго лежала, и вот знаете, как говорится, отлежала свое время, и вот сейчас она не включится. Не включится. Она уже не работает. Притом, да, вы и не пользовались. Вы раз попользовались, положили ее, и все. И после этого момента, да, вы не прикасались к этому. А сейчас, если вы это включите, это не будет работать. Здесь у кого-то может быть отказ, да, вот каких-то кабелей, да, перестали работать какие-то кабели или что-то перегорело. Может, в принципе, да, здесь есть такие предметы, которые мешают или вредят, например, вашей ауре вредят. Вот часы, например, остановленные часы никогда не могут быть, они всегда должны ходить и в правильном времени. Если у вас дома 10 часов, все 10 часов, 10, часиков, да, должны быть заведены на актуальное время, которое есть сейчас. Даже даты. Да, бывают часы с датами проставлены. Или выкинете эти часы, или передарите, или продайте эти часы, если вы ними не пользуетесь. Не должны часы лежать, вот, хочется сказать, в таком в одиночном, давайте так назовем, состоянии. Да? Они умирает ваша жизнь или сокращается ваша жизнь. Поймите, имейте лучше двое-трое, которые вы всегда заводите часики, да, которые у вас на виду и так далее. Но не нужно их, даже если где-то в полке лежат, вставьте батареечку, поставьте правильное время, и пусть они дальше ходят. Вот, кстати, сейчас за окном, видите, бах-бах-бах, там что-то происходит. Да, что-то, это с техникой, у кого-то может что-то вспыхнуть, да, это вот как перегорел кабель, да, например, или же выключилось электричество из-за того, что много всего подключено. Вот тоже может быть.
ситуация разрешится, или вы вырешите эту ситуацию в целом. Да, или это заменяемо, или это можно решить. Это можно решить. Это не проблема. Это не проблема даже до каких-то денег, или это стоит недорого. Вот так. Вы знаете, я вам скажу, этот предмет не служит вам, вы знаете, как забирает вашу силу какую-то. Да, сила – это энергия, энергия – это наша жизнь, в принципе, в целом. Вот как будто бы отнимает час ваш. Скорее всего, у меня больше сюда складывается про часики, да, или, может быть, даже что-то проводное, да, электрическое тоже. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Проверьте, вернее. Сами убедитесь в чем-то. Можете написать в комментариях, тоже интересно. Мы все читаем, и я, и подписчики, все читают комментарии. Спасибо огромное, кстати, вам большое за донаты. Присылайте донаты и в YouTube, и по разным местам. Да? Огромное вам спасибо. Огромное спасибо за поддержку вообще в целом нашего канала, нашего комьюнити. Кто подписан даже по платной подписке на YouTube, тоже очень приятно. Смотрите, вот здесь момент такой, да, что вы, скорее всего, если это и найдете, вы это выбросите, потому что это вам не надо. Вам это не надо, или оно уже не будет работать. Вот так. А у кого-то, да, может что-то частично вы наладите, да, или что-то легко заменяемо, но, да, что-то вам покажется ненужным. Да, зачем его чинить? И выбросите это. Вот так. А тем более, да, если оно не нужное, оно не должно быть дома. Оно должно быть продано, подарено, выброшено там и так далее, да, но не хранится дома. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.